Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк, и сегодня у нас вечерний релакс с лебедями. Австрия, горное озеро, лебеди и неспешный разговор. Приятного просмотра! Это кто там пришел? Это же Арченька. Да? Это Арченька пришел. Помюмкал тут и пошел. Молодец. Да. А я еще думаю, лебеди же мяукать не умеют. Лебеди-то вообще не умеют мяукать. У меня кто-то над духом как раз стал мяукать. Да. Новый мешок их корма пришел. Вот, они довольны. Да. Подсели они хорошо на этот корм. Да. Вот раньше я покупал в Германии, в банках приходил. Он им очень нравился. Вот. Но там расфасовка была только вот эти банки. Вот. И там приходило помалу, потому что объем большой, и подолгу ждать было. А расфасовки в мешках не было. Вот. Потом я нашел австрийского производителя, но у него немножко другого типа, вот эти горошки плавающие. Вот. Но зато в мешках по 15 килограмм. Я уже последний год уже, наверное, скоро заказываю вот эти. И поначалу они после этих, тех немецких, переход на австрийский, они восприняли как-то настороженно. Вот. Первое время утки ели, лебеди вообще не ели. Потом как-то они всем видом показывали, что им из Германии горошки больше нравятся. Вот. А потом как-то они к ним привыкли. Причем привыкли настолько, что сейчас буквально плавают, вымогают. И едят, просто за ушами трещит. Им очень нравится. Вот. Сейчас уже вечер. Да, скоро 9 часов вечера. Вот. Они только что съели банку свою положенную, вечернюю. Ну, они днем вылазят на берег. То есть тут несколько пустых участков, где люди не живут. Вот. И они вылазят на берег, щиплют траву. Я их сегодня видел, когда вот ходил на свою прогулку. Вот. Они целый день только едят, что только и делают, что едят. Ну, вот этим надо, смотрите, вот я показывал в прошлый раз, крылышки вот эти у них были до середины. Сейчас крылышки уже почти, туловище уже достают до края туловища. Но они должны быть чуть дальше, уже немножко на хвост. Вот смотрите, как у нее на хвостовую часть заходить. Но по длине у них крылья, уже почти осталось, недели две еще пройдет, и уже можно будет, уже крылья отрастут настолько, что можно будет начинать уроки, да? Сначала как? Махать крыльями, потом стучать лапами по воде. И полетели. С удовольствием посмотрю, как вы учить будете опять. Получится, дрона запущу как раз, чтобы он наблюдал за вами. В прошлом году я снимал. Там другое семейство было. Я как раз вот это обучение снимал, как они их учили. Да, красавцы. Вот мне кажется, из птенцов два мальчика, одна девочка. Точно сказать трудно, конечно. Это потом будет видно. Видите, у них еще пока над носом у взрослых, у них вот такая набалдашник такой над носом, над клювом. У тех ничего подобного, пока рано еще не образовался. Да. А потом, когда они будут белые, вот уже побелеют, еще довольно долгое время клюв будет продолжать оставаться таким бледным. Он не будет уже таким темным, как вот сейчас, темно-серым, но он будет таким бледным совсем, таким сереньким, светло-светло-серым, но не будет оранжевым, таким красно-оранжевым. То есть это издалека как бы смотришь,
белый лебедь уже как бы, ну, такой взрослый. Но когда поближе подплывает, по клюву определяешь, нет, еще молодой, еще, так сказать, еще рано немножко ему. Ну, это они сами определяют для себя, вот, что, ну, пора создавать семью, не пора, чтобы как бы для идентификации возраста. Красавцы, красавцы. Да, 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 чистят. Уток, среди уток вообще полный разброд и шатание. Кто такие приплывает с утенком с одним, приплывает, вот это с утенком тут у нас. Вот это у нас с утенком. Ну, такой большой уже. Приплывают разные. Есть с 3 утятами, уже взрослыми. То есть кто только не бывает. Здесь у нас утиный проходной двор. А у лебедей не так. У лебедей все строго, да? Это их территория, вот они приходят. Вот это семейство приходит. Да. Хорошо с вами сидеть вечером, разговаривать. Целый день вода была в озере взбаламошенная какая-то. Была рябь какая-то на нем была. Рябь. А сейчас вот к вечеру успокоилась. На доске начну кататься чуть позже. У меня сейчас предстоит прием у окулиста. И как раз мне уже должны прописать очки. Очки для компьютера, для чтения. И как бы посмотреть. То есть у меня прошло уже больше 1,5 месяца после операции на 2-м глазу. Соответственно, процесс заживления должен уже как-то вот закончиться. И если мне врач отмашку даст, что можно. В прошлый раз он мне пока не рекомендовал. Вот если сейчас он мне разрешит, то остается август и там сентябрь. Но в прошлом году я в сентябре на доске, у меня есть видео, я на доске выходил 30 сентября, то есть последний день сентября. И, кстати, вода была 21 градус. Еще теплая вода была, и озеро великолепно спокойно было. И вот я выходил на доске 30 сентября. Вот, а после этого, там с 1 октября там налетел какой-то вот циклон, не циклон, а вот он продолжился дней 5, вот, и принес такое резко как-то вот и похолодало, и озеро, кстати, разболталось сильно, то есть стало некомфортно. Ну, я не настолько маньяк, чтобы в гидрокостюмах купаться, плавать в смысле на доске. Я гидрокостюм, ну, у меня есть гидрокостюм, я иногда практиковал, но там, вот, честно говоря, вот заморочек больше, чем удовольствие получается. А я это, в общем-то, для удовольствия, так что до конца сентября. Но в этом году у меня сезон, я вот в мае прокатился пару раз, до операции, в начале мая. Вода уже, кстати, в этом году вода вообще в начале мая уже теплая была. Вот. Я вот 2 раза я прокатился, вспомнил. Ну, а потом операция, и, конечно, уже не до катания было, и уже нельзя было. Ладно, давайте. Спасибо, что вы меня послушали. Вот вы чем не нравитесь, вы дизлайк не поставите и комментарий не напишите нехороший. Да? Мои маленькие. Мои лапочки. Да. Хорош. Давайте, с утра приплывать, но не слишком рано. Вот. Где-то к 7:30 будет окей. Раньше не надо приплывать. А то вы в 6:30 как-то вот приплывали. Вот, и я... Ну что, они же ждут. Тоже их... Вот, а я еще не очнулся, ничего. Ну, как есть, вот, куртку накину сверху. Вот. И вперед с ведерком пройдусь. Да. Вот думаю, если меня кто-нибудь снял в этот момент и потом выложил, это вот картинка бы была. Ладно, давайте. На этом все. Дорогие зрители, на этом все. Пока-пока.